Буквально несколько минут назад стали известны трагические новости из мира российского шоу-бизнеса. Пресс-служба антикоррупционного комитета, актрисы Ирина Муравьева и Мария Шукшина сообщили трагические новости о известной российской и советской певице Надежде Бабкиной. В последнее время имя Надежды Бабкиной не сходит с центральных полос российской прессы и интернета. Всему причина колоссальные криминальные скандалы, которые происходят с участием Надежды Георгиевны. Однако последний из них привел к самым трагическим последствиям. 74-летняя Надежда Георгиевна Бабкина, несмотря на почтенный возраст, обладает буйным и вспыльчивым характером, что подчас приводит к печальным последствиям. Достаточно вспомнить недавний криминальный скандал с участием известной певицы. Возвращаясь с музыкальной гастроли в поезде из Калининграда в Москву, Надежда Георгиевна находилась вместе со своим молодым кавалером, российским оперным певцом Николаем Фонаревым. Надежда Бабкина устроила в поезде криминальный скандал, который закончился летальным исходом. Заподозрив молодую проводницу поезда по имени Наталья в кратковременном романе со своим кавалером, оперным певцом Николаем Фонаревым, Надежда Георгиевна вышла из себя и лишила жизни молодую проводницу. Позже Надежду Георгиевну отправили в следственный изолятор. Однако в женском следственном изоляторе города Москвы произошла еще большая трагедия, которая привела к печальному финалу. Надежда Бабкина оказалась в одной камере женского изолятора с такими известными публичными личностями, как телеведущая Елена Малышева, семья Ксении Собчак, супруга пресс-секретаря Татьяна Навка. Надежде Георгиевне Бабкиной по причине почтенного возраста было нелегко находиться в женском следственном изоляторе. И, как стало известно, она даже спровоцировала тяжелое заболевание, и в результате чего была временно переведена под домашний арест. Однако в скором времени медицинская экспертиза определила, что заболевание это было симуляция со стороны Надежды Бабкиной, и известную певицу в скором времени вернули обратно в следственный изолятор. Однако сегодня утром стало известно, что пребывание Надежды Бабкиной в данном заведении все-таки привело к трагическим последствиям. Сегодня утром в 10:00 по местному времени, возвращаясь с допроса, Надежда Георгиевна Бабкина поскользнулась на большой лестнице. У 74-летней певицы с недавнего времени появились большие проблемы со здоровьем, и у нее часто кружится голова. Стало известно, что в результате трагического падения на лестнице Надежда Бабкина сильно ударилась головой. У известной певицы произошел отрыв тромба. На данный момент Надежда Георгиевна находится в реанимации. Состояние артистки более чем критическое. По некоторым данным, известная певица перенесла ишемический инсульт. Ну и, наконец, самая главная новость этого дня. Примерно 40 минут назад были задержаны 3 преступника в городе Москве, которые вчера вечером совершили нападение на министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова. На данный момент ведется следствие и идет допрос. Александр Иванович Бастрыкин пообещал, что к концу этого дня будут известны имена заказчиков преступления против Андрея Белоусова. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.